Очередной удивительный день вчера. 3 машины всего, но какие удивительные. Первая – таксист. Подвез таксист бесплатно. Ждали где-то больше часа, 1,5 часа может быть. Вторая машина остановилась сама, когда мы уже бросили ждать. На перевале. И я попросил, чтобы они нас довезли. Тоже мы там ждали час. И третья машина, это в 4 часа вечера, когда уже начинает темнеть, я сказал, все, вот последнюю машину пробуем остановить и идем спать. И машина остановилась, довезла нас. Сегодня была теплая ночь, я не замерз в палатке. Небо затянуто, туман какой-то. Клагенфурт. У нас сейчас важная миссия. Я иду на заправке в платный душ. Хоп. И вот я в платном душе. Эх, я помылся в душе горячем. Не получилось бесплатно. Мы вчера сюда заходили, чтобы воду взять. И один из душей был открыт. Так я думал провернуть десантную операцию. Но закрыто. Пришлось заплатить бешеные какие-то деньги. Ну, бог с ним. Как мы стрёмненько стоим на выезде на автобан. Благо машин мало. На удивление быстро поймалась машина, и мы едем в Клагенфурт. С удовольствием пообщался с женщиной-водителем, которая нас подвезла в Клагенфурт. Классно, когда уровни английского совпадают у собеседников. Завезла нас в центр к Макдональдсу. И сейчас мы чуть-чуть зарядимся, потом погуляем, потом опять конкретно позаряжаемся, а там посмотрим. В городе тут, конечно, хорошо. Все чисто, удобно. Листья желтые, с дорожек никто не убирает. Красота. Возле Клагенфурта есть парк, переходящий в лес. И вот где-то вот там вот между деревьями на узеньком участке мы и спали сегодня. Все, пора в Италию, а то мы засиделись в Австрии. Получается, 4 дня мы были в Австрии. Пора уезжать. У нас уже 2-й день подряд туман, целый день. Наверное, это немножко влияет на настроение. Сегодня будем стараться попасть на автобан и двигаться быстрее, чем обычно. Вот. Но может быть из-за этого тумана как-то, из-за может быть какой-то облачности, тепло спать в палатке. 2-ю ночь подряд я не замерзал. А до этого было ясно и мерз. Хотя по температуре ночью примерно одинаково. Там +2, 0, как-то так. Наверное, мне кажется, я привык уже к температуре. И мне вот комфортно. Сейчас, наверное, 0. Ну, +2, может быть. А мне нормально. Нам эти 3 километра. Сперва, наверное, километр по этому лесу. А потом по городу. Так, ну то что, спички у меня все отсырели. Это ладно.
Сперва один коробок забыл ночью под дождем, выкинул, а 2 других коробка просто отсырели. Не завернул их в кулек. Вот. Но есть большая проблема с горелкой. Там то ли прокладка испортилась, то ли что-то с резьбой. И газ, пропускает газ, выходит газ. И даже такое было, что если сильно включить огонь, сильный напор газа включить, то начинает гореть не там, где горелка, а ниже в месте соединения. Это опасно. Поэтому я готовлю только на маленьком огне. Буду думать, чтобы или прокладку новую купить, или горелку новую купить. В принципе, наверное, из-за этого мы сегодня чуть-чуть быстрее собрались, потому что я чай не делал. Чтобы не расходовать газ, который заканчивается. А то без спичек и без газа по холоду будет плохо. Я каждое утро встаю по будильнику в 5:30, когда еще темно. Через 15 минут уже начинают какие-то первые проблески света появляться. Готовлю сразу завтрак, мы кушаем, собираемся. Но на все сборы уходит 2,5 часа. Не получается никак быстрее. А сегодня вот на полчаса раньше собрались, в 7:30 уже вышли, потому что я не делал чай. Это трасса с Клагенфурта в Италию. И мы вот там вот будем стопить. Шикарное место. 13 o'clock it's nice weather, you see. In 2 hours is nice. In Klagenfurt? In Klagenfurt, yeah. It's every day the same. But yesterday all day was fun. In Klagenfurt, yeah, it's Klagenfurt, but in Böttcher. Немножко нас подвез парень. Высадил прямо на хорошей остановке. Правда, не на автобане, а на Бундесштрассе. Сказал, что в основном на филлах машины едут по этой дороге. Но если вдруг что, тут и выезд есть на автобан, и, короче, выход на автобан недалеко. Наши покупки. Бананы, рис, йогурт с какими-то орешками, вкусная булка, спички и зажигалка. Подъехали совсем еще чуть-чуть, но хоть согрелись, так тепло было в машине. Холодно, я замерз. Мы еще поели йогурта холодного. Капец. Нифига у нас не получилось на том месте, где нас последняя женщина высадила. Сейчас мы перейдем километр на хайвей, ну это на автобан. Именно туда, куда надо. Именно в то направление, куда надо. Где-то вдалеке за горами впервые за 2 дня выглянуло солнышко. Какое счастье. Зазря сходили. Я посмотрел по карте до этого. Я думал, там как раз дорожка локальная выходит туда. Ну какая же локальная дорожка может выходить на автобан? Оказалось, что там дорожка под мостом проходит. Автобан по мосту сверху, а дорожка по низу. Никак не выйти на тот автобан. Ну, нечего делать, возвращаемся на остановку. Еще километр назад. Эх. Сейчас главная проблема, что холодно. Вышло бы солнышко, было бы совсем другое дело. Здесь 3 направления. В Италию, обратно в Австрию и в Словению. У нас уже остановилось 3 машины, предлагая нас подвезти. Но не то направление. Короче, тут машины останавливаются, не зная, куда нас везти. Просто хотят подвезти автостопщик. У нас сегодня неудача с автобаном. Получилось как в начале. Последний водитель высадила нас на остановке за 300 метров до съезда на автобан. И там огромнейший поток машин мимо этой остановки. Прям вот руку невозможно опустить. Все едут, едут и едут. А по факту оказалось, что на этот съезд в Италию очень мало машин съезжает. Ну капец, единицы.
Мы тут стояли на остановке. То прошли чуть-чуть, как бы в начале этого съезда. Там была дополнительная полоса для поворачивающих. Попытались там. Не, люди не останавливают. Ну, естественно, идет параллельно автобану еще дорога. Но я по ней и планировал, когда еще в Киеве маршрут строил. Просто она отсюда далековато. Сейчас проложил маршрут на 5 километров идти. Ну, будем пробовать. Короче, сейчас идем 5 километров. Выходим на эту дорогу второстепенную. И там помаленьку. Потому что с автобаном это как-то тяжко. Сегодня у нас за ночь палатка почти просохла. Ну, ощутимо во всяком случае. Потому что после дождя, который был в Венгрии, она у нас, естественно, промокла. И потом настолько были влажные ночи, что она не высыхала. А сейчас приятно потрогать. Мы, как обычно, ночевали в лесу. Но он совершенно не общественный. Поэтому вечером я даже костер не разводил, а приготовил на горелке. Но утром, как обычно, встал очень рано и сделал костер. Причем дрова для него еще с вечера подготовил. Поэтому у нас может быть рекорд выхода. Вот. Вчера был самый неудачный день в плане автостопа. Это потому, что мы пытались уехать по автобану. Давайте я вам пару слов расскажу про автобаны. Ну, на автобанах стопить нельзя. Во-первых, это запрещено. Во-вторых, это опасно для жизни. И в-третьих, машины так быстро несутся, что они просто на тебя не среагируют, когда ты будешь голосовать. Вот. Но обычно вдоль автобанов параллельно идет обычная дорога. Ну как параллельно? Она может проходить в нескольких сотнях метрах, а может быть в 5 километрах. Она петляет. Вот. И на автобан довольно во многих местах есть выезды с локальных дорог. С локальных дорог на автобан. Вот. И на этих выездах можно пытаться поймать машину, чтобы потом поехать по автобану. У нас такое уже в этой поездке было. Вначале случайно мы поймали машину на обычной дороге, а она поехала по автобану. Вот. И потом специально еще один раз мы на выезде на автобан стопили. Ну там место было... Если бы было много машин, то вообще невозможно было бы там. А благодаря тому, что было раннее утро, туман, все ехали медленно. И вообще машин было мало. Там машина могла на проезжей части, ну, на полосе своей, просто тупо остановиться, нас загрузить и поехать, никому не помешать. А еще надо сказать, что плюс автобана, то что быстро по нему перемещаешься. А минус автобана — это то, что ты ничего не видишь. Ни природы, ни людей, ни городков, ни сел. Поэтому, когда я планировал свой маршрут, я хотел по автобанам не ехать, а по маленьким дорогам только. Вот. Ну, сейчас мы в Австрии задержались. Это уже сегодня будет... Да, сегодня уже 5-й день. У нас получилось 2 дня отдыха. Первый и вчерашний. Когда мы заряжались в Макдональдсах. Вот. И 2 дня... 2 дня, когда мы ехали, и вчерашний 5-й. То есть сегодня уже 6-й день в Австрии. Ого. Ну вот, поэтому я вчера и пытался по автобану.
Короче, с утра мы сперва вышли на локальную дорогу. Но что-то мне не понравился трафик, а выход на автобан в 200 метрах. И там шикарнейшее, вот как исключение, шикарнейшее место для стопа на выезде на автобан. Ну и довольно быстро мы там поймали машину. Но однако же не факт, что если машина выезжает на автобан, она будет ехать долго. Она вполне может быть локальной тоже, ехать в соседний городок. Ну вот нас парень подвез километров, ну я не знаю, 15. Естественно, с автобана свез на локальную дорогу. И вот это каждый раз возвращаться на автобан. И причем непонятно, что там будет, какое место, хорошее для стопа, нехорошее. Естественно, мы продолжили на локальной дороге, еще 2 машины. Поймались, но мы долго ждали, замерзли. И вот в этом последнем городе австрийском перед Италией, называется Феллах. Феллах, да. Нас высадили на остановке за 300 метров до съезда на автобан, но через 300 метров еще один был съезд. В общем, как оказалось, куча локального трафика. Я вот так вот стоял, у меня плечо болело, я не мог опустить руку, потому что такой поток машин. Но мы потом прошли на этот съезд, оказалось, из этого потока машин туда поворачивают, ну я не знаю, каждая 20-я всего лишь. Короче, там было нереально, мы кучу времени потеряли, и поэтому 5 километров вечером прошли, ну, почти дошли до локальной дороги. Шли по хорошему, красивому месту, по природе, вдоль чистейшей прозрачной реки. Вот такой, вторая попытка уехать в Италию. Теперь по локальным дорогам. 7:25 утра. Сегодня собрались быстрее, чем за 2 часа. Выходим из нашего секретного леса на тропинку. Где там Антон? Антон движется. Как тебе спалось, Антон? Хорошо. Даже не нормально, а хорошо. Что автостоп делает с людьми? Тут косули на каждом шагу. Вечером, когда мы ложились спать, совсем рядом кричала косуля. И вот только что на дорожке, метрах в 40, увидели косулю. И вообще, начиная с Венгрии, мы несколько раз видели косуль. Ну и естественно, тут частные леса, в них никто не заходит, дикая природа. Ручеек, опять же чистейший, вон рыбы плавают в нем. Наша дорожка, по которой мы выходим, вон на ту дорогу с машинами. Где-то там и будем стопить. Все спят, кроме нас. Хоть пешком, но мы дойдем в эту Италию. Так, решили пройти 4 километра, чтобы пройти развязку, которая выходит на автобан. Потому что тут вроде много машин едет. Но, судя по всему, почти все на автобан, а нам на автобан не надо. 18 километров, если ногами. До Италии. Мы близки к нашей цели. Сейчас был такой марш-бросок через автомобильные полосы, через мосты, через развязки. Такое нельзя показывать на ютубе. Да. Ну-ну, посмотрим, что будет дальше. Там где-то за горами Словения, а вот там за горами или между горами проход в Италию.
Запах лаванды. Никогда его не любила, сейчас понравилось. Что-то ни с того ни с сего настроение хорошее, как будто мы уже куда-то приехали. Это, наверное, просто мы преодолели опасный участок с этими дорогами, эстакадами. Вот, и уже по спокойной дорожке идем в то место, где будем продолжать стопить. И природа такая красивая, тут горы в тумане. Ну, так не видно, наверное, но поверьте, красиво. Ух, смесь шикарной природы, река, горы и такие какие-то ужасные развязки, мосты, железная дорога. Место соответствует нашим мукам при добирании в Италию. Вильна касса, сказала женщина. А мы пойдем на Вильну кассу. Ну, не на всех заправках такой сложный процесс. Чувствуется, что приближаемся к Италии. Комфорта для автостопа все больше и больше. Кушаем. Пока что одни словенцы останавливаются, а итальянцы пока нет.